Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь стопроцентный цельнозерновой, мультизерновой ржаной хлеб. Этот вид хлеба очень популярен как в немецкоговорящих странах, так и в Скандинавии. Этот хлеб интересен тем, что на 100 грамм муки у нас приходится 156 грамм смеси семян и гречки. То есть у нас 1,5 раза больше семян, чем муки. 50% муки составляет ржаная цельнозерновая мука, которая идет на закваску, и 50% цельнозерновая пшеничная мука, которая идет скорее как цемент для связи семян. С вечера приготовим 2 мочки. Для одной мочки мы заливаем семена практически кипятком 80-90 градусов, а для другой мочки мы заливаем семена водой комнатной температуры. Все оставляем, накрыв пленкой до следующего утра. Закваску мы делаем в соотношении 1:10:10 и оставляем при комнатной температуре на ночь. Мы видим, что закваска у нас хорошо поднялась, но для проверки мы можем ударить емкость с закваской о стол, и если она начинает слегка проваливаться в центре, это значит, что она у нас полностью созрела и готова к внесению в тесто. Вносим все указанные ингредиенты и замешиваем. Для теста вода вообще не используется. То есть вся вода, которая идет в тесто, это та вода, которая у нас связалась в мочке 1 и в мочке 2. Тесто у нас получается достаточно густое, поэтому удобно его перемешивать сначала лопаткой, а затем рукой. Как я уже сказала, муки у нас идет в 1,5 раза меньше, чем смеси семян, поэтому мука используется скорее в качестве связующего элемента, которое соединяет и связывает смесь семян. В рецептуре используется гречка. Если у вас нет обжаренной гречки, как у меня, а есть только зеленая гречка, вам необходимо будет произвести обжарку при температуре 180 градусов в течение около 10 минут. Смешиваем все ингредиенты на тесто и оставляем на 60 минут. Затем при помощи скребка выкладываем тесто в форму. Форму нужно смазать растительным маслом или чем-то другим, чем вы привыкли смазывать, и присыпать смесью семян на ваш вкус. Выкладываем все при помощи скребка, а затем утрамбовываем. Тесто нужно утрамбовать для того, чтобы не образовывались пустоты. Пригладить сверху при помощи скребка для придания красивой ровной поверхности, а затем присыпать еще раз смесью семян, если вам это хочется. Если нет, вы можете оставить корочку гладкой, без украшения семенами.
Накрываем все шапочкой для душа и оставляем на 3-4 часа при температуре 28-30 градусов. Готовность теста определяем при помощи нажатия пальцем. Если при нажатии пальцем остается небольшое углубление, которое не полностью возвращается в форму, заготовка готова к посадке в печь. Перед посадкой заготовку сбрызгиваем водой. Готовность хлеба определяем, замерив температуру мякиша на выходе. Она должна составлять 97-98 градусов Цельсия. Оставляем хлеб остудиться на решетке. После того, как он полностью остыл, заворачиваем его в кухонное полотенце и оставляем на созревание до следующего утра. Это очень плотный и компактный хлеб. Такой вид хлеба зачастую имеет тенденцию распадаться на куски за счет того, что в нем содержится большое количество семян. Однако, как мы видим, наш хлеб прекрасно держит форму и на куски не распадается. Мякиш у хлеба упругий и достаточно влажный за счет того, что в нем содержится большое количество семян, которые впитали в себя воду. Это очень вкусный, сытный и, безусловно, полезный хлеб. Такой тип хлеба очень популярен как в немецкоговорящих странах, так и в Скандинавии. Такой тип хлеба используется, как правило, в качестве основы для бутербродов или открытых бутербродов, как в Скандинавии, типа смørrebrød. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!